Итак, всем привет, дорогие друзья. Давненько меня не было на видео, но мы вернулись. Итак, сразу опережу на ваши вопросы, которые вы будете задавать. Почему все английское и что вообще в целом произошло? Почему я играю на разбойнице, а не на жрице? На том сервере, в принципе, я все, чего я хотел, достиг, сделал. Далее мне больше не интересно было играть, поэтому я сделал небольшую паузу, отдохнул и решил посмотреть, что у нас есть. Какие у нас есть сервера на евро, что нам могут предложить по ту сторону океана. Соответственно, сделав небольшой обзор, сам для себя посмотрел несколько серверов, повыбирал, посмотрел и пришел к выводу, что вот сервер под названием Хантус подойдет в целом для того, чтобы я здесь поиграл, побегал, ну и заодно для вас показал, что здесь, как здесь вообще, как европейцы играют, что у них, что у них за контент, чем они занимаются здесь, как они подходят к содержанию, к серверу, как разработчики здесь общаются с людьми и так далее. В общем, здесь я играю примерно уже несколько дней, ну, если быть даже точным, то, по-моему, дня 4-5. Вот, максимальный уровень здесь 90. Вот, за эти 5 дней вполне себе 76-й я взял, и еще несколько дней я не играл, плюс-минус. По сути, играл я только вечерами, этот по 3, по 4 часа, там по 2, может быть, даже когда-то. Ну и все. Основной кач здесь заключается в том, что здесь нужно делать квесты, повторки. То есть, например, апаем 30, на 30 мы идем в определенное место, например, выполняем 20 раз повторки, апаем 35. После 35-го появляются другие повторки в другом месте, идем туда, их выполняем. Вот. Но всего по чуть-чуть, это я вам так немножко поделился тем, что я успел сам узнать то, что я уже прошел. Вот, по сути, дальше уже будет гораздо чуть поглубже, поинтереснее буду рассказывать, показывать все микронюансы и так далее. Интерфейс, к сожалению, русской локализации нету, и, скорее всего, ее вроде как не будет, но это, тем не менее, не мешает мне, например, по знакомым иконкам понять, что это такое. Ну и в целом английский язык на минимальных знаниях здесь, я считаю, что нужен. Вот. Дары опыта, Experience Booster у нас X2. Что еще бы я вам хотел показать? Что здесь у них есть? Самое клевое это то, что голосование, вот здесь мы нажимаем на Extreme и Arena Top. Нажимаете на первую вкладку, автоматически открывается сайт голосования евросерверов. И Arena Top то же самое. За голосование раз в 12 часов вам дается кэш. По-моему, в размере 30 штучек. Вот. Здесь из шопа, разберем отдельно шоп. Из шопа здесь в целом у них очень много вообще всего, и он очень странный для нас, для русских, он непонятный. Но у них очень много костюмов вообще разнообразных. Такого наполнения я не видел ни на одном сервере. Вот. Что здесь есть? Почему-то вот здесь вот популярным, соответственно, все бафы, випка, ну и так далее. Я пока не совсем разобрался, что такое Differentiation Stone, но думаю, разберемся. Вот. Что самое главное, здесь, ребята, нету ботов, то есть здесь нет системы бота, здесь стоит античит какой-то якобы жесткий. Вот. Посмотрим, увижу ли я во время игры бот, пока за это время я не видел ни одного, кто бы стоял. Вот, потому что здесь во время игры выскакивает посередине вот здесь такое окошечко с таймером на минуту, по-моему, где нужно успеть нажать выбранную цифру, которую вам показывают. То есть, например, выпадает число 80, и вам нужно из 4 предложенных вариантов выбрать именно 80. Что очень важно, что здесь нет ботов, люди играют руками. Вот, самому серверу ко всему этому всего лишь 2-3 недели. То есть, сервер относительно новый. Разработчик, как я пообщался с людьми, разработчик здесь один, он занимается 6 лет уже серверами. И за это время, по-моему, было только 3 рестарта, но я так еще не спрашивал, почему, что за рестарты, с чем они связаны и тому подобное. Вот. Но насколько я понял, что люди здесь играют и говорят, разраб хороший. Вот. Дальше по шопу. Вот здесь в эликсирах, по-моему, здесь всякое разное есть. Например, там 200 эксбустерсов. У нас получается это всего 550, здесь 600. То есть за 5-6 дней можно кэша накопить и купить 200 штук ДОшек. Что дальше? Всякие бафы, как обычно, в целом ничего нового здесь нету. Единственное, что у них в equipment, в одежде почему-то находится внутри, я понимаю почему.
но нам это непривычно. Там, где вещи, у них находятся... Сейчас я вам покажу, долистаю. Я был в шоке. Вот, у них находится руна защиты самоцветов. Что там дальше еще? Заточные камни для рунозащиты, потом ковки. Вот видите, то есть немножко непривычно, может быть, интерфейс магазина, но тем не менее он есть хотя бы и по наполнению здесь, ну реально шик, то есть очень много всего интересного. По поводу пэтов. Здесь есть ягуары и так далее. Что самое важное, здесь есть слон, но слон дает всего примерно 5-10% от базового урона, который был, ну знаете как, есть серверы, где там слон бафает там 1050 атаки, здесь такого нет. То есть здесь слон бафает, но он бафает настолько минимально, что по сути его как бы нет смысла особо быстро качать. То есть если он нужен, то нужен только где-нибудь там, потом на хай-левелах. Вот. Из важного здесь ягуар. Ягуар, мне кажется, на любом сервере, на любом проекте давал баснословный просто баф на скорость атаки. Вот. Такой же кэш, такие же... Ну, ничего нового по сути в шопе здесь нету. Абсолютно ничего. Вот. Что за неделю здесь я смог нафармить? Я нафармил примерно 200 с чем-то плюс голды. Здесь голда зарабатывается таким образом. Мы нажимаем на русскую Q, и у нас происходит... у нас открывается дропбэк. Что это такое? Вот он здесь находится, дропбэк. Это когда вы собираете с пола вещи, они все попадают в дропбэк. Соответственно, например, вы собрали 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вещей и не хотите их нести, не хотите их нести, продавать NPC, мы нажимаем Sell All, и он автоматически, как билет торговца, продает все то, что находится в этом дропбэге. Вот. То, что не продается, например, вот Red Lamp и Violet Lamp, которые у нас от Heal, они не продаются. Так же, как не продаются жетоны, там ДО, ключики, ну и так далее. То есть некоторые ресурсы, вот эти вот, они не продаются. Соответственно, это очень здорово, что здесь, по сути, есть легальный билет торговца, и он бесплатный, не нужно бегать к NPC, не нужно копить весь шмот и летать, и подбираешь на месте, продаешь полностью просто весь бэкпэк, грубо говоря, продаешь и все, зарабатываешь на этом деньги. Вот, что по экономике, это примерно вот такие дела. Вот, люди здесь уже за 3 недели много чего нафармили, всякие камушки разные и так далее. Вот, например, какие-то по миллиарду. Ну, и на хай-левелах, я так понимаю, что миллиард, по сути, это, наверное, не особо много. Например, КБшки стоят по 1 800. Ну, то есть это примерно я сейчас могу купить с 10 КБшек, да, и 100, да, вроде как получается? 100, наверное, да, вроде как 100 КБ. Вот. Онлайн есть, гильдии есть. Онлайн, ну, в среднем, как человек 40-50 написано под вечер набирается, потому что все-таки временная разница, она присутствует, но это не мешает играть с людьми и общаться. Так, покажу вам 2-3 плюс-минус титана, очень много рыцарей, уже которые достигли 90-го левела, хиллеров тоже немного, жриц, магов не очень много, самое большое количество здесь это убийц. Разбойни здесь просто тьма. Колдунов достаточное количество, уже 90-го, мистиков небольшое количество, этих бандиток тоже небольшое количество уже есть, и архимаг вот тоже здесь есть. Что еще бы я хотел вам показать и рассказать? Здесь безумно хорошие бафы дают питомцы первой стадии, это дракон и лошадь. Выполняя начальные квесты, вам дадут дракона, вам дадут лошадь. Выполняя начальные квесты, вам также дадут випку. Видите, у меня вип. Здесь есть вип-система. Она у меня работает до 23 сентября, 9 часов. Вот, по-моему, на неделе вроде бы она как дается. Випка стандартная, можно учить удаленно скиллы, можно воскрешать питомца или обучать его, и что-то. И телепортироваться к друзьям. Вот. Также дается фея на неделю примерно, как новичку, за выполнение квестов. Я здесь качаю дракона пассивно. Вот и еще что самое прикольное, что на старте дают помимо стандартных платиновых рисок, также дается орел, беркут.
Я не знаю зачем, короче, я его просто перекинул сюда, он у меня тут сам по себе бегает, что-то тут хочет, что-то делает, качается потихоньку, не знаю смысл, но я, кстати, по сути всех видел, как все бегают с беркутами, то есть я не видел людей, которые бы бегали с лошадью либо с драконом, все в основном бегают с беркутами. Вот. Возможно, это важно, но я надеюсь, что я не ошибаюсь, качая только лошадь. Потому что я подумал 37-й быстрее бафнуть и быстрее бы ей бафов качать, чтобы был большой ДПС. Например, пока я качаю только пассивки, и это, например, 1169 атаки, а с нею на 23-м левеле 1600. Плюс 500 атаки, ребят, ну это нормально. Вот, PvP здесь говорят ребята на хай-левелах очень интересное, осады проводятся и так далее. Но давайте о другом. Так, каждый час у нас есть баф. Вот такой вот бафик, который висит каждый час. По истечению этого часа нам с вами отдают такую награду. Она падает либо уже здесь, если у вас есть эта единичка, либо в дропбэк. В дропбэке у нас есть Ray of Hope, она называется. Ray of Hope, звезда надежды, наверное. Ray, я не знаю, что такое. Нет, Stars это надежда. Ray, без понятия. Короче, что-то связано с надеждой. Эта штука, это как жетоны. Мы открываем лакабол, рулетка. Третья по счету, четвертая по счету, это у нас жетоны. Вот, соответственно, чем больше в онлайне, тем больше у вас этих самых жетонов. На них, что самое прикольное, здесь выпадают, это 10 кэшев, купончик, ну и хилочки всякие разные, тоже полезные, там бафы, защиты. Вот эти Pumpkin Candy, это у нас с вами бафы, то есть рандомные, а мы юзаем их, используем, и нам дается какой-то там рандомный баф. Я как-то, по-моему, 10 скрутил, использовал, на самом деле какая-то хрень. Мне она не особо понравилась, поэтому я кручу сейчас кэш. Вот, я забываю вот это, плюс бустер-бокс, это у нас выпадают трофеи и experience бустер. То есть дары удачи, дары трофеи выпадают. Шоп показал, это вам показал, это показал, это показал. За это время, пока я играю несколько дней, я нашел себе хранителя с первого дня, Стелла, я нашел себе клан Инсомния, по-моему, она входит в топ-3 или в топ-4 на этом сервере, но пока здесь, по сути, топа нету, я имею в виду топ по участникам, здесь очень много игроков, и эта гильдия занимает по количеству участников в ней примерно 3-е место, вот, по-моему, на первом месте вот она и какая-то еще, но не суть. Вот, люди здесь есть, люди общаются, все помогают, нет такого, чтобы кто-то сказал нет, либо там я занят. По сути, даже от фармы я кого-то отвлекал, мне помогали, останавливались. Вот, несмотря на звуковой барьер, с помощью переводчика и с помощью своего базового ломового, как это сказать, слабо знающего английского языка, я спокойно вообще с ними общался. Они понимали меня, то, что они писали, я понимал, то есть ничего в этом сложного нету. Это очень здорово, что несмотря на то, что люди с разными языками, игра нас объединяет, и мы можем когда довольствоваться ей. Вот. Каждый день здесь также, кстати, есть ивенты. Апгрейд шанс сегодня у нас, но я пока мне нечем апгрейдить, у меня нету КБшек, нету ничего. Наличие вот этой юнона я на самом деле не знаю, зачем, но здесь есть и такая юнона. Первый сервер PvP, второй не PvP, третий рейд там и что-то еще. То есть рейдить можно с группами и так далее. Вот. Что еще самое интересное? Каждый час, не каждый час, я вас обманул, у нас какие-то бафы, например, ветер, быстрые удары, шаги, быстрый шаг и там быстрая магия и так далее можно купить здесь. Нажимаете buy, и она есть и в предыдущей юноне, по-моему, есть в каждой локации, насколько мне кажется. Нажимаете buy, вот здесь все эти бафы, они все покупаются за голду. Вот. Какие-то стоят дорого, прям совсем. Какие-то, например, быстрые удары и шаг стоят по 5 миллионов. То есть я себе лично покупаю там по 2-3 штучки на полчаса, а не на полчаса. Я покупаю и, слушайте, по 10 миллионов набивается примерно минут за 10, может быть меньше. И мне этого хватает более чем, чтобы час-полтора постоять на АФК фарме. Вообще просто бьешь мобов и бьешь. 4-го уровня уже, конечно, значительно подороже. Я не знаю почему. Но цена на них, конечно, баснословна. Откуда брать такие деньги для новичков, я не могу сказать, но у вас будет вот эти. Вот. Также, выполняя ежедневные квесты, вам будут даваться эти же самые бафы. Например, я накопил уже баф за ежедневный квест на скорость магии. Это у нас фортуна, по-моему. Вот. Выполняя ежедневные квесты по
сейчас скажу, выпадать эти самые бафы. То есть там ежедневка на самом деле очень быстрая, легкая, ее очень быстро закрыть. Вот, к примеру, нужно убить. Нужно что-то принести, какие-то там эти. Я еще не переводил, не знаю, не понимаю. Но я еще не переводил. Вот ежедневный квест. Убить 20 летающих этих ассасинов, которые в Эгее, как они, жуки или кто-то, шмели. Убиваем 20 штук, сдаем NPC, нам дают 2 единицы быстрого шага 4 уровня. Голды, экспы и так далее. То есть каждый квест, почти каждый здесь дает вам в стэш несколько ресурсов, несколько бафов, очень хороших, очень важных. Следующее. Кстати, вот этот вот билет мне дали на 7 дней. Вот. И мне единственное нравится, что здесь это, по-моему, единственный сервер, на котором я, по крайней мере, вижу, до какого числа VIP либо билет будет работать. То есть конкретно видно, что он работает до 22 сентября, 15 часов 43 минут. Я на русских серверах не видел, чтобы это работало. Я не знаю почему. Может быть, либо я, так скажем, в глаза долбился, да, либо разработчики наши почему-то не понимают, либо не знают, как настроить систему этого времени, потому что бесконечные цифры, насколько я помню. Кстати, вот эту иконку можно скрыть. Вот. За это время я тут подфармил ресурсов, качал немножко лошадь. Как я вот так, как из автоматную очередь выдал вам. Очень много информации, я понимаю. Я сам в восторге. На самом деле я играю неделю, мне очень сильно нравится. Мне нравится, что это что-то совсем другое, на другом, не то что на другом уровне, в отличие от нашего, там у нас хуже, там лучше. Нет, просто совсем другое понимание, совсем другая структура игры. Просто полностью вообще. Здесь как будто бы игра вдохнула не то чтобы новый воздух, глоток воздуха, а просто она отличается от нашего сервера, от наших серверов, и этим она лично меня здесь как бы зацепила. Вот. Далее у нас что? Кстати, насчет здесь сильно фармить, бить его вообще, по-моему, не надо. Оно само по себе бьется. Все абсолютно навыки у меня качаются. Само по себе набивается. Вот. Плюс там квестами закрывается, мобами и так далее. Когда вы на старте выбираете себе хранителя, после хранителя у нас с вами идет... Что у нас с вами идет? После хранителя нам дают сами же шмотки, это, по-моему, 5-10 уровень. На 30 или на 40 или на 50 уровне нам дают последний шмот. Я, собственно, в нем бегал до 70-72. На 72 уже можно нам идти в храм забвения. В храме забвения мы с вами вместе выбиваем нам дальше сет. По сути, как мне сказали ребята, что здесь шмот можно и не выбивать его, можно только выбить себе оружие. Оружие некоторые падает уже заточенное, то есть плюс 3 заточенное было, плюс 4 уже было заточено. Ну, тут я КБшками немножко заточил. Вот. Выпадает нам оружие. С этим оружием мы идем до 90-го. На 90-м мы собираем нам новый комплект вещей, и там уже его, соответственно, точим, куем, там что там, дырки делаем, камни вставляем и тому подобное. Вот. Просто я давно не видел, чтобы ходил в храм забвения человек и выбивал оттуда вещи. Мне вот это прям настолько повесило на меня ностальгию, нотку большую-большую, чем подкупило тем, что я бегал, собирал эти вещи, я убивал этого босса, я проходил полностью храм забвения раз, наверное, 10. У меня там в стэше, в инвентаре вскрытом, как он называется, я забыл, у Бьянки на складе, таких еще 5 вещей разных, уже повторок. Вот, я бегал, выбивал, купил себе амулет. Где он там? Это не он. У меня был амулет. Потом купил вот этот амулет. Короче, меня захватила ностальгия тем, что здесь вот этот вот процесс прокачивания до 90 уровня, он относительно легкий и относительно сложный. Потому что делать одни и те же квесты, вот на которых я сейчас застрял, я вам покажу. Так, нам нужно, по-моему, полететь к вот этому типу и выполнять у него квесты. Вот. У него уже какой-то есть, но мы его вроде как не выполним, мне сказали, потому что он сложный. Вот. Вот что нам надо сделать. Мне нужно бить вот этих мобов. Но они деревянные, если вы сами помните, сами знаете. И, соответственно, например, без шмотки из храма забвения вас здесь будет просто сносить на раз-два. Абсолютно на раз-два. Вот этот вот особенно тип, который очень жирный, очень толстенький. Он вас будет убивать очень быстро, очень легко. Потому
Здесь я решил, что я вывез этот сет, заточу его можно плюс 10-15 спокойно, ну может быть плюс 12. И на плюс 12 смогу их и танковать, и убивать. Вот, по сути, ребята все бегают в пати, большой компашкой и делают эти квесты. Этим тоже, кстати, меня схватила ностальгия тем, что люди здесь играют группами, потому что квесты, мобы, они такие же сильные, такие же каменные, у тебя мало защиты, несмотря на ее цифру, мало атаки, несмотря на эти цифры, и они тебя очень быстро пробивают. Ну вот, например, я его начинаю бить. Если этого я, к примеру, еще могу убить, да, вот то посмотрите вот на урон вот на этого. Ну, как будто бы я бью просто босса. То есть он вообще не умирает. И бьет по 1000 урона, просто с руки. Плюс замедло. Вот, поэтому здесь ребята бьют патями. Собирают группку, и этой группкой сам и бьет. Примерно, я как посчитал, за каждый квест примерно идет, ну, порядка, наверное, около 10% с каждого квеста. Ну, соответственно, чем больше уровень, тем чуть поменьше, там 10, 9,5, 9, 8 и так далее. Например, мне сейчас нужно апать, по-моему, я так понял, что 77-й, и после этого будет на личах вроде бы как, или еще на каком-то квесте, на скорпионах каких-то. И получается, что, например, там с 77 по 80, то есть 3 уровня мне надо будет брать чисто повторными квестами. То есть 10 мобов убил, либо там 20 их убил, пришел, сдал, взял, пошел 20 убил, пришел, сдал, взял. И вот эта вот круговерть, она будет постоянно. Вот. И чтобы так качнуться до 90, по сути, даже много ничего и не нужно. Всего лишь там, не знаю, ну недельку можно посидеть на расслабончике, это поделать и все. Вот. А дальше я пока не знаю, что. Там, видимо, с вещами, со шмотом надо будет разбираться, искать себе подходящие камушки, точиться, эти искать, бижу искать и так далее. Вот. Играть можно без доната. Весь донат у нас с вами идет за голосование. Уже 550, по-моему, было меньше. Вот. Уже 550. Сегодня я проголосую еще раз. Это будет уже 580. Собираюсь я себе купить Ягуара. Кстати, прямо сейчас и купим. Вот. Покупаем Ягуара и будем его тоже параллельно качать. Ну, это после дракона. Хотя я опять-таки разрываюсь, я не понимаю, что нужно сначала качать. Дракона ли, или еще кого-то. Вот я, честно сказать, вообще не понимаю. Потому что каждый из них, ну, безумно сильный, безумно важный. Дракон в ПВП, Ягуар только для бафа, и кто из них нужен? Вот наш Ягуарчик. Маленькая кошечка, которую мы будем с вами прокачивать. Скорее всего, я ее закину в фею. И, наверное, буду вместо дракона уже качать именно его. Когда качну его нужный, по-моему, 60-й, да, уровень нужен, чтобы его имбафиться. Когда качну 60-й, уже начну бегать к тому времени с драконом на пассивку. Хотя, опять, это все такие непонятные мувы. Их лучше потом уже буду разбирать, когда придет время. Вот. Я даже не знаю, я постарался, наверное, очень быстро и очень просто завалить вас целой информацией. Кстати, вот еще информация. Вы новичок, заходите, нужна гильдия для бафов и опыта. Вот нажимаете Join a Guild, вступаете в гильдию и качаетесь вместе с теми, кто в ней, с новичками. Либо там и взрослые левела есть большие, с которыми вы тоже можете коммуникацию поддерживать, поспрашивать что-то и так далее. Вот. Навалил просто кучу, миллион информации. Потому что сам в восторге, сам рад, что что-то новое, что что-то свежее, ну, по крайней мере, именно для меня, что-то свежее, что-то непонятное, это все хочется распробовать, все хочется попробовать, все вот это хочется использовать, посмотреть, что тут за ПВП, что тут за люди играют, как они вообще общаются, что там дальше будет, ну... Лично мне интересно, то есть я никого не призываю и не говорю, что у нас там хуже, нет, у нас везде по-своему лучше и каждому свое. Вот эта фраза «каждому свое», она играет ключевую роль. Вот, мне пока нравится здесь. Возможно, я со временем вернусь на свою жрицу, проверим, что там у нас за обновление вроде как готовится, посмотрим, расскажу, что там за обновление, если захочу, если мне будет это интересно. Но пока я вот осел здесь, мне в кайф. Поэтому, если у вас будет желание, пишите, заходите. Я вам помогу со стартовыми ресурсами, помогу, подскажу, что, как, куда, что делать, кого качать, как качать, что за квесты. Там отсыплю, может быть, монеток небольших, там ресурсами какими-то, хотя они здесь в целом все даются легко.
Вот. Вопросы, если будут, пожалуйста, пишите в комментариях. Если есть что спросить, тоже пишите. Если есть что обсудить, тоже пишите. Ставьте лайки обязательно, потому что это поможет и мне, и вам. Я буду видеть фидбэк, ради которого я, собственно, и делаю эти видео. Я хочу просто показать, как у нас люди по ту сторону океана делают тоже контент, тоже людям, тем, которые, например, всегда хотели зайти на евро, но почему-то не заходили играют на русских серверах. Вот это, ребят, для вас, чтобы вы видели, мало ли вы всегда хотели, но не могли. Вот вам, я для вас буду снимать, вы будете смотреть и понимать, стоит ли вам все-таки это делать или нет. Вот. По поводу регистрации, как это сделать и что, по сути, ничего сложного. Заходите на сайт, ссылки я оставлю в комментариях, сам внизу напишу, ссылка также будет в шапке профиля. Заходите на сайт, регистрируйте своего персонажа, качаете клиент. Скачать клиент можно только после регистрации. Вот. Скачиваете, заходите. Давайте я для вас сейчас добавлюсь в хранители. Как будете играть, всех жду у себя в учениках. Всем буду помогать. Вот, рад буду вас здесь видеть. Можно будет и в Дискорде поболтать, и какой-то совместный стрим с кем-то, да, запилить, как фармим вещи, либо шмот, ну и так далее. На этом в целом все, ребят. Такое быстрое, коротенькое, типа мини-интервью и показ сервера, потому что и времени у самого маловато, и очень много что нужно на самом деле детально разбирать, и это я буду делать уже постепенно, не так все быстро. Просто хотелось поделиться такой небольшой новостью, куда я пропал. Вот, на этом все, ладно, будем прощаться. Всем спасибо, всем пока.